Глава 141. Селянь внезапно вспомнил, как в тот день во дворце Шинью Ланчан беспорядочно тыкала во всех пальцами, но будто специально обошла стороной Фэн Синя, который как раз стоял на самом видном месте. Цзянь Лань тут же воскликнула: «Нет!» Фуя стоял потрясенный, словно не мог поверить в происходящее. Видимо, он действительно не знал, что связывает Фэн Синя и эту женщину с ее ребенком, поэтому весть также его обескуражила. Тут юноша наконец пришел в себя и спросил, он ведь еще не задал вопроса: «Почему ты так спешишь с ответом, Цзянь Лань, вздор?» И так понятно, что он собирался спросить. «И вот что я тебе скажу, нет», Фэн Синь же, глядя на дух нерожденного, спросил: «Как ты его назвала?» Цацо, похоже, в этом имени содержался особый смысл. Цзянь Лань открыла рот, но в итоге объяснять ничего не стала, только раздраженно выкрикнула: «Ты же взрослый мужчина, откуда такая тяга к пустой болтовне?» «Нет, значит нет. Кто в здравом уме поведет себя подобно тебе, примется назойливо настаивать на своем отцовстве?» Фэн Синь сердито возразил: «Что ты такое говоришь? Если это так, то я, конечно, Цзянь Лань, конечно, что? Признаешь его? Будешь его растить, Фэн Синь?» Он запнулся. Потом опустил голову и посмотрел на маленького уродливого монстра, который повис на его руке. Дух нерожденного будто испытывал к нему особенно глубокую ненависть, рвал плоть с яростным визгом, вцепившись смертельной хваткой. Фэн Синь не мог не ударить его, не оставить так, ведь кровь уже стекала по крепко сжатому кулаку. Видя, что он застыл, не в силах сразу принять раскрывшуюся правду, Цзянь Лань с презрением выплюнула: «Сказала же, что нет, что еще тут спрашивать? Он не имеет к тебе отношения, теперь ты успокоишься», — раздался вопль Цзюна, отговорки. «Ребенок точно его. Я оказался прав, это разве не простолюдин? Вы полюбуйтесь, люди добрые, сынка Фэн Синя кто-то вырезал из пуза матери и превратил в мелкого демона, хихи. И люди продолжают поклоняться какому-то чертовому Наньяну, дарующему сыновей. Поклоняйтесь, поклоняйтесь, да только глядите, как бы и вашего собственного сына». Селянь повел рукой, и Жайо замотала Цзюну рот, а Цзянь Лань от души добавила несколько пинков по голове, да так, что демон разразился невнятной бранью. В этот момент в себя пришел Гуцзы. Увидев, что отца избивают, он бросился к нему. «Нет, не наступайте на моего отца». Видя, как Гуцзы обнял голову Цзюна, Цзянь Лань не смогла опустить на нее ногу. Она схватила дух нерожденного за маленькие бледные ножки и потянула на себя, гневно выкрикивая: «Сказано, не кусай его! Почему ты такой непослушный?» Женщина бросилась на утек, а Фэн Синь все еще не пришел в себя, поэтому не успел сразу их удержать. Тогда Селянь по привычке приказал Жайо догнать, и лента отправилась выполнять. Однако, когда она просвистела мимо, Селянь вспомнил, что ранее Жайо связывала Цзюна. Обернувшись, он увидел, как тот, подхватив Гуцзы, одним прыжком поднялся в воздух и самодовольно провозгласил: «Я вновь обрел свободу». Селянь же сменил приказ, увидев, что Фэн Синь более-менее пришел в себя: «Жайо, лучше тебе все-таки вернуться». Поэтому лента снова просвистела мимо и с громким хлопком хлестнула Цзюна по лицу. Тот секундой ранее возрадовался так, что едва не запел, а теперь от удара перекувыркнулся трижды и упал на землю, хватаясь за лицо. Однако лежал он совсем немного, вдруг взбеленился, схватил Жайо одной рукой и заорал: «Даже ты, мерзкая тряпка, смеешь бить меня?» На этот раз Жайо оказалась у него в плену и, как бы ни старалась, не могла вырваться, физическая сила Цзюна неожиданно возросла. Селянь вознамерился разобраться с ним лично, но Цзюн вдруг вспомнил, что у него на шее сидит маленький ребенок, поэтому схватил Гуцзы и выставил перед собой на манер щита. «Не подходи. Только приблизишься, и я его придушу». «Эй, оглянись, пес Хуачен вот-вот помрет». Селянь, испугавшись, резко повернулся и увидел, что Хуачен хмурится, будто с трудом претерпевая что-то, а его руки едва заметно дрожат. Но поймав взгляд принца, Хуачен выкрикнул: «Со мной все в порядке, тысячи демонов теряют покой». Очередная волна оказалась сильнее, чем какая-либо из предыдущих.
И Селянь, ни секунды не раздумывая, принял решение, заключил Хуачена в объятия. Пользуясь представившейся возможностью, Цзэжун схватил Гуцзы и дал дёру. Цзяньлань, по всей видимости, тоже ощутила сильную головную боль, женщина закрыла уши руками, а дух нерожденного, задетый волнением, принялся еще яростнее атаковать Фэн Синя. Бедняге досталось уже более десятка укусов, кровь текла рекой, и все же Фэн Синь не осмеливался ударить тварь, только крепко держал Цзяньлань за плечо. Тем временем дух безжалостно полоснул его когтями по лицу. Удар оказался очень серьезным, Фэн Синь негромко вскрикнул и зажал рану рукой, возможно, ему поранило глаза. Селяня все это зрелище привело в еще большее беспокойство, и он приказал Жаю отправиться на подмогу Фэн Синю. Цзяньлань же топнула ногой. «Если не перестанешь, я рассержусь». Услышав ругань матери, дух наконец скользнул к ней за пазуху, послушно свернувшись комочком. Цзяньлань бросила взгляд на Фэн Синя и сквозь зубы прошипела: «К тебе он не имеет отношения, предупреждаю, отстань от нас», одной рукой держась за голову, другой прижимая дитя, женщина на всех парах бросилась бежать. Фуя закричал принцу: «Отпусти меня!» Фэн Синь упал на одно колено, закрывая рукой половину лица. Селянь с Хуаченом на руках присел рядом и спросил: «Ты в порядке? Дай взглянуть на рану». Задела глаз, кровь по капле сочилась сквозь пальцы Фэн Синя. Он ответил, не открывая глаз: «Нет. Не задавай мне вопросов». Селянь, Фэн Синь и все-таки Ланчан. Дева Цзяньлань сказала, как вдруг, не дав принцу договорить, Фэн Синь ударил. Сломал соседнее дерево, которое с грохотом переломилось, и в гневе заорал: «Сказал же, не задавай мне вопросов». В этой фразе слышалась малая талика ненависти, и Селянь невольно застыл, когда понял, что эта ненависть обращена к нему. Хуачен же холодно бросил: «Изливай гнев на того, кто превратил твою жену и сына в демонов». Фэн Синь медленно поднял голову, покрасневшими глазами глядя на Фуя. Тот застыл, затем взъярился: «Что ты на меня смотришь? Ты что, в самом деле решил, что мой генерал это сделал?» Вот уж поистине проклятие на его голову. Он всего лишь узнал женщину из аристократического рода погибшего государства Синьлэ, вот и решил помочь, хотел освободить дух нерожденного от страданий. Да кто же знал, что тот станет упорствовать, не примет помощи и вообще обозлится на спасителя? Вместо благодарности моего генерала. Да зная он раньше, что так выйдет, прошел бы мимо. Мелкий демон даже не ведает, кто его отец, неужели правда ожидаешь от него признания собственного убийцы? Возможно, по причине накопившегося за несколько дней раздражения, его речи сделались явно грубее. Хуачен вмешался: «И это ты называешь проклятием на голову своего генерала? Выходит, тому, кто оказался менее везучим, вообще не жить на этом свете». Фэн Синь покачал головой, бормоча: «Как же так? Как же так вышло?» Селянь сказал ему: «Может, ты для начала залечишь рану?» «Снадобье при тебе». Фэн Синь бросил на него взгляд и мрачно ответил: «Я в порядке. Отстань от меня», зажимая рану на лице, не заботясь ни о какой обработке, он поднялся и, пошатываясь, направился прочь. Селянь и Фуя пытались позвать его, узнать, вернется он в чертоги верхних небес или же отправится в погоню за демоницей, но тот не слушал и очень скоро пропал из виду. Фуя вновь попытался вырваться, гневно выкрикивая: «Ваше Высочество! Если уж ты, почтенный господин, не собираешься преследовать их, неужели нельзя хотя бы меня отпустить в погоню?» Селянь пришел в себя, несколько секунд размышлял, затем ответил: «Хорошо», и в самом деле отпустил его. Фуя, однако, не ожидал, что принц выполнит его просьбу. Разминая запястье, он недовольно хмыкнул: «Что же ты теперь решил меня отпустить?» Селянь размял точку между бровей. «Боюсь, сейчас в чертогах верхних небес все намного. Ох, мне теперь кажется, что чем просить твоего генерала вернуться, лучше позволить ему действовать на свое усмотрение». Помолчав, он добавил: «И что ты собираешься делать дальше? Думается мне, что дух нерожденного оклеветал невиновного не только ради того, чтобы избавиться от погони. Кто-то навел его на это.
Фуя охлопал пыль с рукавов. Плевать, для чего он это сделал. Он направляется на гору Тунлу, схватим его, а там будем разбираться. Договорив, Фуя поспешно покинул принца. Постоялый двор, на котором встретились сразу несколько участников событий, опустел. Селянь развернулся и осмотрел разрушенную хижину. Он отбросил в сторону деревянные балки и солому, убедился, что монахи и заклинатели всего лишь лежат без сознания и, должно быть, скоро придут в себя, успокоился и тоже отправился в путь. Пройдя еще немного и покинув пустынную местность, они, наконец, добрались до настоящего подворья, где и решили отдохнуть. Селянь сидел у окна и бездумно смотрел вдаль. Последние дни смешались в его голове в сплошной сумбур. Жайо обернулась вокруг руки принца, и то и дело ластилась к нему, будто мурлыкая. Селянь поглаживал ленту пальцами. Хуачен неожиданно подошел к окну и, вместе с принцем, подставляя лицо свету луны, произнес: «Ты ни при чем». Селянь вздрогнул, но потом понял, о чем он говорит, и покачал головой. Не знаю, так ли это на самом деле. Фэн Синь наверняка познакомился с девой Цянь Лань после падения Синьлэ, но до собственного вознесения. Если подсчитать время, это случилось в годы моего первого низвержения. Но ведь это не доказывает твою вину в том, что с ними случилось. Подумав, Селянь сказал: «Сань Лан, я не рассказывал тебе, что происходило со мной тогда, нет. Я никому об этом не говорил. Надеюсь, ты не станешь гнушаться, если я пожалуюсь тебе немного». Хуачен легко оперся рукой на оконный переплет и уселся на подоконник. «Не стану». «Можешь говорить». Селянь, погружаясь в воспоминания, начал: «Тогда рядом со мной остался только Фэн Синь, и условия жизни были очень плохими. Имущество, которое я имел в бытность богом войны, в бытность наследным принцем, мы заложили все, чтобы добыть денег». Хуачен усмехнулся, и Хунсин тоже, да. Селянь, прищуриваясь в улыбке, ответил: «Ха-ха-ха». «Да. Но об этом не должен узнать Цзюнь, не забудь помочь мне сохранить это в тайне». И все мои десятки золотых поясов постигла та же участь. Выходит, Фэн Синь взял твой золотой пояс и подарил его Ланчан. Селянь покачал головой. Вовсе нет. Фэн Синь не стал бы просто так забирать мои вещи. Это я дал ему, чтобы выручил денег и оставил себе на жизнь. На самом деле это были деньги, подаренные Фэн Синю принцем. Тот долго отказывался, не желал брать, в итоге переупрямить принца не смог, но все же сказал: «Я временно сохраню его для тебя». Селянь продолжил: «Совестно признаваться, но я поступил так не только из чувства стыда, но также из страха». Последователей у принца не осталось, и только Фэн Синь до сих пор считал его богом войны в короне из цветов и его высочеством наследным принцем. Селянь лишь тогда ясно осознал, что хоть они вместе выросли, и Фэн Синь являлся его ближайшим подчиненным и личным охранником, принц никогда не одаривал его какими-либо исключительными наградами. Тогда-то его и настиг страх. Страх, что даже Фэн Синь решит, что так больше жить нельзя, и оставит его. Поэтому смысл того золотого пояса заключался не в награде и не просто в подарке или благодарности за многолетнюю службу. Здесь также присутствовало намерение снискать расположение и даже подкупить. В иллюзии, созданной духом нерожденного, Селянь увидел защитный талисман. Должно быть, его тоже Фэн Синь подарил Цзянь Лань. После падения Синьлэ все храмы и монастыри Селяня были разрушены, не осталось никого, кто еще продолжал бы верить в принца Синьлэ, и его талисманы считались мусором. Но Фэн Синь все же хранил немало таких талисманов и продолжал без устали их раздавать, говоря Селяню: «Вот видишь, у тебя еще остались последователи». Но Селянь в душе понимал, какая участь ждет подаренные талисманы. Наверняка их просто выкинут. Селянь медленно произнес: «Столько лет я ничего не знал о том, что Фэн Синю кто-то нравился. Я не спрашивал, не замечал этого. Все-таки он с детства был баловнем небес, относился к знатному роду, и вся жизнь Фэн Синя, само собой разумеется, должна была крутиться вокруг принца,
откуда у него могли появиться собственные чаяния взять вещь, подаренную другим человеком, чтобы передарить девушке, звучит, возможно, не слишком красиво. Но тогда золотой пояс действительно был лучшим даром, который мог сделать Фэн Синь. Ведь нам частенько даже крохи съестного не перепадало. А Фэн Синь не из тех, кто стал бы бездумно тратить деньги. Поэтому можно вообразить, как сильно ему нравилась дева Цзяньлань. Но раз она ему нравилась, почему они расстались, неважно, является ли дух нерожденного сыном Фэн Синя, но если их тогдашняя нищета Фэн Синя привела к потере любимой, как бы то ни было, Селяня это очень печалило. Хуа Чен, однако, возразил, если она ему нравилась, но в итоге они расстались, это может означать лишь одно — она ему только нравилась, и не более. Селянь усмехнулся. Сань Лан, нельзя утверждать столь категорично. Иногда не тебе решать, будет ли дорога легкой. Хуа Чен спокойно заметил, будет ли дорога легкой, возможно, решать не мне, но идти по ней или нет, только мое решение. Селянь, услышав его слова, замер и почувствовал, будто в душе что-то прояснилось. Он уставился на Хуа Чена, не говоря ни слова, а тот склонил голову набок и спросил, «ГГ, я не прав», глядя в его блестящие черные глаза. Селянь вдруг подхватил Хуа Чена и усадил к себе на колени. «Ха-ха-ха, Сань Лан, ты совершенно прав. Кажется, Хуа Чена настолько потряс внезапный порыв принца, что он просто позволил тому поднять себя на руки без сопротивления». Селянь улыбнулся. «Скажу кое-что нескромное». Самоуверенность, с которой Сань Лан это говорил, в самом деле напомнила мне меня же в юные годы. Кажется, Хуа Чен уже привык к тому, что его вот так спокойно тискают, и только приподнял бровь. Об этом я мог лишь мечтать. Взрослый и ребенок еще немного весело порезвились в комнате, затем Селянь уложил Хуа Чена на кровать, а сам лег рядом, глядя в потолок. И только принц хотел что-то сказать, как вдруг Хуа Чен резко сел. Его зрачки слегка сузились, а взгляд зорких глаз устремился к противоположному краю комнаты. Селянь сразу почувствовал неладное и тоже сел. От одного взгляда его прошибло холодным потом. В комнате в какой-то момент появился кто-то еще, и сейчас незваный гость сидел у стола, даже успев заварить чайник, от которого теперь парил чайный аромат. Но принц нисколько не заметил появления постороннего. Селянь, невольно покрывшись мурашками, выставил перед собой Фэн Синь. «Кто здесь?» В ответ мягким тоном послышалось «Не бойся». «Выпьешь чаю», Синьлэ, фигура и голос принадлежали молодому мужчине и были до боли знакомыми, поэтому Селянь наконец выдохнул. Заправив за уши растрепавшиеся во время игры с Хуа Ченом волосы, Селянь произнес: «Владыка», его сердце до сих пор отчаянно колотилось. Однако расслабиться принц так и не смог, он резко перевернул одеяло, накрывая им себя вместе с Хуа Ченом, и спросил: «Зачем вы спустились?» Его рука под одеялом крепко прижала Хуа Чена, давая знак не волноваться. Цзюнь уже медленно наполнил 3 стакана чаем, после чего поднялся. «Ты не возвращался, и, конечно, мне пришлось лично спуститься посмотреть на тебя». Говоря это, владыка с заведенными за спину руками приближался к Селяню, медленно выходя из тени. Принц разглядел на поясе белого одеяния меч, его сердце вмиг подскочило, а сам он молниеносно спрыгнул с кровати. «Владыка, я бы хотел сперва объяснить», к удивлению принца, за его спиной Хуа Чен сдернул с себя одеяло и сел, подогнув колени и опершись на них локтями. «Вижу, в этом нет нужды», — с улыбкой сказал Хуа Чен.